Эмоции и чувства – это разные вещи. Эмоции – это реакция организма и психики на события. Они имеют ситуативный характер и обычно длятся недолго. А чувства имеют более социальный характер. Это более устойчивые, более длительные по времени переживания, которые выражают мое отношение к объекту. Эмоция – это моя реакция на то, что уже случилось. Чувство – это мое отношение к происходящему, к кому-то или к чему-то. Я обрадовался, когда получил подарок, это эмоция. Я люблю этого человека или испытываю к нему нежность, это чувство. Я испугался неожиданного громкого крика или звука, это эмоция. Я боюсь летать или ездить, это чувство. Я разозлился, когда пролил на себя кофе, это эмоция. Я ненавижу этого человека, это чувство. Эмоция – это импульс, чувство – это отношение. Эмоции – это внутренняя реакция. Чувство направлено вовне, на конкретный объект или человека. При этом эмоция не определяет чувство, а чувство не определяет эмоции. Эмоции и чувства живут параллельно, одновременно и даже могут быть противоположными друг другу. Я могу любить другого человека, это чувство, но при этом я могу испытывать на него злость, злиться на него за определенные поступки в определенных ситуациях, это эмоции. Например, мама любит своего ребенка, но в некоторых ситуациях она может испытывать злость, печаль, раздражение или даже отвращение. Но это нисколько не меняет ее отношения и чувств к ребенку. Важно научиться выражать и чувства, и эмоции. И научиться разделять, что такое чувство и что такое эмоции. Разделять эти понятия. В этом случае ты не останавливаешь свои эмоции из страха навредить чувствам и отношениям. Наоборот, свободное проявление эмоций в отношениях помогает нам лучше видеть и понимать друг друга. Например, я тебя люблю, но сейчас я разозлился. Это не означает, что теперь я тебя ненавижу и мои отношения и чувства к тебе изменились. Это означает, что, возможно, я столкнулся с каким-то препятствием. Возможно, ты нечаянно нарушил мои границы, и теперь я проявил свою эмоцию гнев, злость, раздражение. И благодаря этому ты лучше увидел мои границы и лучше понял, как со мной нельзя. И это хорошо для наших отношений. Поэтому так важно выражать и проявлять свои чувства к ребенку, даже если вы испытали негативные эмоции. Очень важно обнимать ребенка, говорить: я тебя люблю, все хорошо, мама рядом, ну или папа рядом. Просто мама очень разозлилась из-за испачканных обоев или разбитой кружки. Мама рядом, все хорошо, я тебя люблю. Очень важно демонстрировать и проявлять свои чувства, подтверждать свои отношения и объяснять свои эмоции, для того, чтобы ребенок продолжал опираться на эти отношения, для того, чтобы он не думал, что мама теперь его ненавидит из-за разрисованных обоев, для того, чтобы он не пугался и не обучался останавливать себя и свои эмоции из-за страха потерять маму. К слову, именно так дети у своих родителей обучаются, что такое эмоции, что такое чувства, что такое отношения и как к ним относиться. Наиболее сложными переживаниями являются так называемые социальные чувства. Они рождаются в контакте с другими людьми, и прожить их, соответственно, можно только в контакте с другими людьми. Именно поэтому их бывает так сложно определять, различать и выражать. Для того, чтобы они выполняли свои функции, а не отравляли психику и не искажали восприятие мира. Социальное чувство всегда направлено на конкретного человека и выражает твое к нему отношение, то, как ты к нему относишься. Это могут быть любовь, нежность, благодарность, гордость, восхищение, зависть, ревность, стыд, вина, чувство долга и другие. Но самые сложные чувства для переживания – это вина и стыд. Это так называемые социальные регуляторы. То есть их задача регулировать наше поведение для того, чтобы помогать нам выстраивать отношения с другими людьми и быть в обществе. Вина и стыд – это переживание того, как ко мне, к моим действиям и моим качествам относятся важные для меня люди. Вина – это реакция на мое действие, которое угрожает значимым для меня отношениям. А стыд – это реакция на мое качество и на мое проявление, которое угрожает значимым для меня отношениям. Это реакция на событие,
в которых из-за моих действий или качеств, или моих проявлений могут пострадать отношения со значимым для меня человеком. То есть вина говорит мне о том, что я совершил ошибку, и я должен ее исправить. Я должен понести наказание, или возместить ущерб, или как-то еще заслужить прощение для того, чтобы не пострадали значимые для меня отношения. Стыд говорит мне, что мои качества, или я сам, или мои проявления неприемлемы, и я должен исправиться для того, чтобы не пострадали значимые для меня отношения. Вина говорит мне, что я совершил ошибку. Стыд говорит мне о том, что я – это ошибка. То есть вина – это гнев, направленный на себя за мои действия для того, чтобы сохранить отношения. А стыд – это отвращение, направленное к себе за мои проявления для того, чтобы сохранить отношения. Это чувство, которое приводит к остановке. Я перестаю что-то делать и как-то проявляться для того, чтобы не рисковать моими отношениями. При этом вина и стыд выполняют свои функции только в том случае, если у меня было достаточно внутренних опор и психологической устойчивости. Если в детстве меня наполнили любовью, привязанностью, теплом, заботой, эмоциональной включенностью. Только в этом случае чужое мнение по поводу меня, моих качеств, моих действий будет для меня понятным и переносимым. Но если близости, привязанности и поддержки не хватало, или, например, родители сами стыдили и винили своего ребенка, то вина, стыд и вообще любая внешняя оценка или критика вообще могут стать непереносимыми или даже токсичными. Гнев, направленный на себя, и отвращение к себе могут стать основными способами относиться к себе на всю жизнь. О токсичных чувствах и других формах переживаний мы поговорим в следующих видео. А пока задание.